Друзья, приглашаю вас на выставку «Неопейзаж», которая будет проходить в арт-пространстве «Коробка». Это торговый центр «Ривьера», Автозаводская, 18. Я буду ждать вас на открытии 27 апреля в четверг в 19 часов. Приходите. С удовольствием пообщаюсь с вами и покажу вам новые работы. Татьяна Гагарина, живу во Франции. Когда узнал, что вы приезжаете на пленэры, мастер-класс буду проводить там, хочу присоединиться, но у меня нет вашего контакта в WhatsApp. Где я могу его взять? Под каждым видео, Татьяна, и ко всем обращаюсь, под каждым видео есть все мои контакты, включая телефон WhatsApp. Программа семинара в Провансе уточняется, мелкие детали, и скоро я выложу информацию на сайте, будет доступна вам. Маргарита Пасмор. Слава, мне кажется, что это был совершенно особенный семинар. Натура, колорит, окружающей действительности, люди, просто какое-то сумасшедшее единство, стремление, вдохновение и любви. Маргарита, это правда, абсолютно, присоединяйся, приезжай. Будет, кстати, семинар осенью с 1 по 8 октября. Он уже запланирован, и скоро будет вывешена детальная программа, где мы будем писать, где мы будем жить, нас будут возить в разные места. Будет новая программа. Люди, надеюсь, приедут такие же сумасшедше устремленные, вдохновенные и любящие. Туту Трип. Вы, как правило, дорабатываете этюды в студии? Как правило, нет. У меня никак не получается с первого раза закончить, даже при тянущем грунте. Грунт здесь ни при чем. К нему просто привыкаешь, и какая разница, на чем писать. Кто-то же не может, не выносит этого грунта, а кто-то любит прям вот на скользком акриловом грунте писать. Дело не в этом. Просто, когда ты пишешь на природе, например, ты находишься в одном состоянии. Приходишь в мастерскую или домой, ты в другом состоянии. И два разных человека смотрят на холст на природе и дома. Некоторые художники, вот если поставил подпись художник, то все, он уже не касается. Но этот момент нужно поймать, когда ты ставишь эту подпись, когда ты чувствуешь, что все сказано, все звучит, все работает. А если ты приходишь домой, смотришь новыми глазами, ошибки, например, видишь, как не исправить? Конечно, исправляешь. Но есть риск, можешь убить работу, потеряется. Вот даже она что-то там не так, но она звучит, в ней есть энергия того места и того состояния, когда ты писал на природе. И дома уже другое. Каждый из нас по-своему принимает это решение, трогать холст или не трогать. Тут нет одного рецепта абсолютно точно. Что вы думаете, скажите. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, это важно. Задавайте вопросы, комментируйте, пожалуйста. Будем двигаться дальше. Вау. Что вы думаете о холстах на картоне? Для меня, как ни странно, самый волнующий материал маловесный и мало места занимающий, не смертельно выходит по цене, но писать на нем великие картины. А почему, кстати, нет? А ведь именно с этой целью эти холсты покупались. Как это продать за хороший деньги хороший сюжет, но на обороте покупатели будут встречать огромный ляпистый информационный лист от магазина. Холст 50/60 на картоне, грунтованный. И что, это шмарка, бирка магазина. Пишет, значит, вау, как по мне выглядит ужасно и дешевит. Но что тогда делать? Перекрывать краской, заклеивать, смириться или заказывать на подрамниках? На подрамниках, конечно, лучше. Как-то люди привыкли, покупатели, холст все-таки на подрамнике. Но если художник великий, например, Александр Иванов, у него на картоне вообще его этюды к явлению Христа народу лежат в Третьяковке. Сколько уже лет? Больше 100. Картоне. Даже на обратной стороне подразумевают, что там вообще ничего не написано. Но если бы было написано, представляете, какая-нибудь там мануфактура чего-то, это даже был бы определенный вес. Я думаю, что через какое-то время вот эти вот ляпистые информационные листы от магазина будут являться неким таким знаком, знак качества, что это все классно, этому можно доверять. Не надо закрашивать, пусть так и будет.
Ну и что, прикольно, сзади что-то написано. Но главное, ну, коллекционер, я понимаю. Вот я, например, коллекционер. Если я увидел картину, ну, какая мне разница, что там сзади написано? Я же картину спереди смотрю. Как там написано, меня волнует больше, чем то, что там сзади. Андрей Титовский. В недавнем видеоролике вы говорили о тянущем грунте. Говорил. Но я хотел бы узнать, какие параметры важны при выборе краски, так как производителей очень много, как и характеристик. К сожалению, нет той марки, о которой вы упоминали. Ну, Dulux я говорил. На что опираться в первую очередь? Матовая, особо матовая, не акриловая, водно-дисперсная краска. Берите любую. Опираться нужно на опыт. Нужно прокрыть и пописать на ней. Как вам вообще ощущение есть, что она туда утягивает? Или слабо? Ну, возьмите несколько баночек и просто сделайте тест. На разных холстах сделайте там, я не знаю, 10 на 15. И попишите на одной, на другой, на третьей. Вы опытным путем увидите самолично, какая вам больше нравится. Так что другого пути я просто не... Я бы так действовал. Собственно, так и действую. Я вот был, например, в Иркутске. Ну, купили там покупные холсты у нас были на пленэре. А у меня, я не писал на одном вот такой обычный, ну, просто измучился просто напрочь. Тем более мастер-класс проводил. В жуть. Ну, не могу я писать. Просто я не могу писать так, как мог бы на тянущем. У меня не получается, потому что все это, ну, вы понимаете. Так что пошел в магазин и купил первую попавшуюся водно-дисперсную краску латексную. И вполне себе нормально там ее оставил. Татьяна Ф. Про пленэр в Армении можно было снять полноценный фильм. Но я по кусочкам-то вам все-таки показываю. Если я буду так полноценные фильмы снимать, мне на художество времени не останется. Я уже наснимался в свое время полноценных фильмов. Так, очень интересно и приятно было увидеть участников, использующих пастель, акварель, гуашь. Не всегда ведь обучающий пленэр требует только определенного материала от участников. Еще кто-то меня спрашивал тоже про пастель. Пишу ли я пастель? Нет, не пишу. Но когда студенты, коллеги пишут пастелью, чем угодно, это абсолютно замечательно. И не важно, чем вы пишете. Важно настроить, ну, аппарат. Ну, какая разница пианисту, на чем играть? На клавесине, я не знаю, на электрической вот этой вот клавишном каком-нибудь синтезаторе или на пианино. Ну, просто по-разному он будет давить на клавиши, разный звук слышать. Но музыка та же самая будет. Окрашена просто по-разному. Но профессионализм-то будет звучать. Вот звучать-то будет. Так и здесь. Просто разный материал по-своему звучит. Это даже интересно. Вы раскрываетесь более неожиданным новой гранью, когда вы берете другой материал для реализации своих идей. Так что я абсолютно приветствую. И на классы ко мне приезжайте с любимыми вашими материалами, может, даже несколько берите. Ну, акварель с собой берите. Пусть будет все. И вы по-разному, настроив свой аппарат, да, вот видение, да, вы пишете совершенно в разных техниках. Это совершенно замечательно. Обучающий пленэр не требует только одного материала. Он требует участия и внимания. И от участника требуется только одно – замечать разницу, ну, того, что я говорю, разницу больших масс, ну, о композиции, там, разговоры. Это все в деле, и я показываю демо, то есть показываю, пишу мотив и подробнейшим образом рассказываю, что происходит, почему та краска или другая кладется. Ну, все это делается для того, чтобы донести до вас, как мыслит художник, как нужно мыслить, как вести работу, ну, разбив ее на этапы. Лола Ташова. Скажите, пожалуйста, вы пишете масляная краска или темперный? Темперный пишу и масляный пишу. Ваша работа очень чистый, сытный, сочный. Ну, спасибо большое, я очень стараюсь. Темпер очень люблю и пишу в основном ею скетчи, быстрые наброски. Вот хожу там по субботам на
наброски обнаженной модели. И люблю и акварелью писать, и карандашом, и темпером. Меняю их так иногда, когда чувствую, что вот, ну, слушаю себя. Каким материалом мне сегодня хочется работать. И беру его. 10-минутки, наброски 10-минутные, писать маслом довольно сложно. Все-таки масло требует немного больше времени, хотя бы минут 30. И у меня есть такие работы, вот 30-минутные, например, вот это я покажу. И мне очень нравится маслом. Можно такие студии найти, либо самим с художниками договариваться и делать 30-минутные, например, постановки, короткие, масляные. Очень интересно. После этого ролика будет предложено вам в видео 574 «Трудный цвет в живописи». Посмотрите его и про лайки не забудьте.